В GTA 4 чаще всего упоминается только Нико Беллик, игнорируя то, что есть еще два сюжетных дополнения с двумя главными героями, которые не могут существовать без Ника, так же самое как и Ника без них. Ведь события основной сюжетной кампании GTA 4 происходят в тот же самый период, но только с разными временными отметками. Еще можно сделать вывод, что DLC планировалось с самого начала. В GTA 5 тоже было в планах поступить таким образом, это подтверждают относительно свежие сливы, но увы, сегмент онлайн-части полностью захватил руководство Rockstar, обезумевшее от денег. Или скорее всего их издателя Take-Two. Поэтому в GTA 5 все дополнения нам представляются только в онлайне. Что случилось с Франклином, какие-то намеки на Тревора и так далее. Что есть печально. Но мы возвращаемся к GTA 4, той части, которая лично для меня лучшее. Но самое забавное, что по какой-то причине в 2009 году я просто пропустил эти сюжетные дополнения. Мне было неинтересно их проходить, типа, вы шо гоните? Я хочу поиграть за Ника, дайте мне за него побегать. Спустя огромное количество времени, в 2024 решил устроить себе марафон игр от Rockstar. И уже сейчас я просто не имею права проигнорировать сюжетную кампанию этих двух главных героев. Ведь играя за Ника, не получится понять мотив Джонни, а тем более Луиса. Мы погрузимся в историю Liberty City. Многие второстепенные персонажи, о которых мы думали, откуда вообще взялись, раскроются и предстанут в новом облике. Сюжетка балдежная, но мало кто говорит об этих персонажах. Даже Гузна, мое почтение, не стал браться за DLC. Хотя благодаря дополнениям Liberty City кажется более живым. У каждого есть своя задача. Каждый занимается своим делом и пытается выжить тем, что у него лучше всего получается. Ролик я решил поделить на две отдельные части. В первой мы погрузимся в историю Джонни, чем они связаны друг с другом и самое главное, как они оказались в одном месте. Рассмотрим баги, мини-игры и отличия между собой, потому что эти три части отличаются не только сюжеткой, но и мини-играми с подработками, которые перекочуют уже в пятую часть. В истории с Джонни нас встречает интересная механика по прокачке своей банды. Насколько я правильно понял, она делится на два типа. Прокачка рандомных челиков, которых если убили в замесе, в следующем появятся новые. Те, кто выжили, становятся чуточку сильнее. И Терри с Клеем. И их можно вызвать на подмогу в практически каждой миссии. Чем чаще мы их вызываем, тем эффективнее они становятся. Есть какие-то атрибуты, а также у них появляется более новое оружие. Зачем, собственно, они нужны, вы спросите? Потому что тут что не миссия, так каждый раз дикие разборки против других байкеров или полиции. В пятой части от этого решили отказаться. Есть атрибуты, но только у главных героев. Даже в RDR 2 решили это проигнорировать. Видимо, по мнению Rockstar, что-то пошло не так. Не понравилось или фиг знает. Добавили новые активности, которые уникальны только за прохождение Джонни. Угон байков, гонки на байках и разборки на районах. За это получаем кэш, который можно потратить, честно, фиг знает. Только на покупку боеприпасов. А на этом плюсы DLC The Last Anthem заканчиваются. Кроме сюжетной части. К ней мы вернемся чуточку позже. Мне показалось, что много каких механик они попросту поломали. В практически каждой миссии баг на баге. Я никак не ожидал увидеть такое отношение от Rockstar, который чаще всего не допускает таких проблем, а активно прорабатывает мелкие детали. Но тут дела пошли куда-то не в ту сторону. Допустим, движение байкеров. Оно тупо поломано. Скрипты работают вообще неправильно. Они постоянно куда-то врезаются, падают. Сами байкеры как пушинки. Небольшое столкновение, и они тоже падают. Поведение копов будто упростили в 1000 раз. Они стали более пассивные. Вот как пример. На этой миссии я без проблем заехал, достал РПГ, взорвал вертолет и успешно покинул зону. Играя за Ника, я бы даже не успел взять в руки РПГ. Валялся бы уже мертвым. Постоянные аварии на мосту. NPC резко перестраивается на другую полосу. Возможно, вы обращали внимание, что в любой части GTA, когда возьмешь определенную модель машины, неписи будут на ней раскатывать довольно активно. Но в этом моменте произошло восстание таксистов.
А уже здесь Джонни забыл, что находится в машине, а не на байке. В одной из миссий мы увидим у нашего Джонни Боя в руках АК, но по факту его нет. И прежде чем вы попытаетесь возразить, во всех играх Rockstar, если ты пришел на миссию без оружия, а в касцене у персонажа в руках есть пушка, она вместе с нами и останется. По крайней мере, я запомнил это именно так. По какой-то причине убрали восстановление ХП после сна, и это проблема в двух DLC. Не знаю, почему решили поступить именно таким образом, но, допустим, у Нико после сохранения ХП становится фуловым. Да, это кажется мелочью, но, во-первых, на карте убрали значки с ресторанчиками. Чтобы восполнить ХП, нужно искать фастфуды. Вы скажете, да это мелочь, какая разница? А разница большая, потому что, начав миссию, ХП у нас тоже не станет фуловым, что очень странно. То есть, закончив миссию, поехав сразу на следующую, мы начнем задание с тем же самым количеством ХП. А из-за того, что здесь разборка на разборке, причем замесы бешеные, я действительно много раз погибал. 90% из-за того, что попросту у меня красная полоска здоровья. В DLC с Джонни эта проблема решается тем, что во время миссии, пока мы не главарь банды, можем отхиляться во время движения нашей стаи. Периодически будет появляться вот этот значок. Наезжаем на него и получаем ХП. Это еще можно как-то объяснить, но вот каким образом капает броня? Неужто дела божьи? Как бонусом еще накину. Кинематографичную камеру в играх Rockstar я обожаю и часто ей пользуюсь, но в этом DLC ее попросту поломали. Частенько объектив камеры смотрит куда-то не туда. Хотя есть моменты, где сделали очень даже круто, будто бы за тобой реальная погоня. Но как в таком случае управлять машиной или байком, я не знаю. Это еще не все проблемы, связанные с DLC за Джонни. Но одушить тоже не хочется. Хотя это все подозрительно, будто абсолютно разные подразделения Rockstar работали над этими DLC. И после этого никто даже не удосужился проверить на работоспособность. Потому что в дополнение за Луиса копы как копы. Обильного количества багов я и не заметил. Но об этом в следующем ролике. Теперь кратко пробегусь по новым и уникальным мини-играм DLC The Last and Damned. 3 новых мини-игры, и все они, как бы так мягко сказать, хуета. Первая игра — карты. Просто угадываешь больше или меньше той карты, которая лежит сейчас на столе. Скукотища страшная. Вторая игра — армрестлинг. Крутишь мышкой, что бешеный. И это я серьезно. У меня рука очень сильно устала, хотя опыт в этом имеется. То же самое, дресня дикая. Если бы сделали QTE, типа как в RDR 2 с ножиком, было бы повеселее. И третья игра — бильярд. Вы скажете, ну это ведь бильярд, все пушка. Ну, смотря для кого. Лично я обожаю бильярд, но ёптать, не по этим глупым правилам, где нужно бить только битком. На вкус и цвет, но как по мне, это самое дерьмовое правило. Здесь я согласен, это чисто субъективщина, но у нас в СНГ, где бы я ни играл, от кого бы ни слышал, по таким правилам никто не играет. Возможно, в США это считается стандартом. Ну шо, ребятки, по плюсам и минусам DLC-шки прошлись. Теперь можно рассказать за сюжет. Игра начинается с поездки Джонни и его банды на байках, где нам, кстати, показывают мельком проходящего Ника. Оказывается, мы ехали навстречу к Билли, который только что вышел из тюрьмы, но условно досрочно. Подгоняем Куртецкий и встречаемся в баре нашей банды пропащих. Не успев нормально отдохнуть, Билли накидывается на своих ребят с допросом о своем байке, типа какого хрена он находится у другой банды. Джонни пытается объяснить ему, что пока он чилил на нарах, многое изменилось. С другими бандами у них перемирие, но Билли такой расклад не устраивает. Он планирует нарушить перемирие и начать войну, а приспосабливаться к новому миру как-то не спешит. С этого момента банда еще не в открытую, но уже потихоньку начинает делиться на два лагеря. Джим же в свою очередь предлагает слегка другой заработок – отбирать байки и толкать другим. Но по приезду ребят присучили копы, которые также хотят иметь какой-то процент с их продаж. В один из дней, приехав в бар, обнаруживаем, что убили слегка необычные знакомые. Какой-то адвокат, а чуть позже и вовсе политик. Джонни такой расклад событий, конечно же, не нравится, но активно возразить не может, так как верен своей банде. Пока мы общались по душам, Билли отправили смс о том, что на его ребят напала другая банда. После перестрелки узнаем, что завалили Джейсона за то, что он трахался с какой-то русской барышней. Папаша этой барышни местная шишка, ему это не понравилось, поэтому нанял серба, чтобы разобраться с этой проблемой. Как вы уже могли понять, это был Ника. Встретив Джима,
Он говорит, что у них есть два варианта, как расправиться с теми копами: быть куколдами и слушаться их во всем, либо дать пиздюлей. Джонни, как и Джим, выбирает второй вариант. Агрят на себя мудаков и приводит их прямо в заранее устроенную ловушку. На следующий день Билли предлагает устроить облаву на одну из банд за то, что грохнули Джейсона. Перебив всех снаружи и внутри, ребята находят две сумки с котиками. Джонни понимает, что месть Джейсона это был просто предлог. По факту Билли все спланировал заранее. Начиная с этого момента, банде может быть очень туго, так как после такого наглого грабежа за ними будут охотиться далеко не одна банда. Для того, чтобы продать всех котиков, нужны какие-то проверенные покупатели, и причем с приличным таким кэшем. Билли говорит, чтобы мы отправились к Лизе, у нее связей много, возможно, она сможет нам как-то помочь. По приезду Лиза говорит, что есть паренек, который готов купить котиков. Чтобы все прошло четко, с нами отправится наш старый знакомый Нико Белик. Как оказывается, это были копы под прикрытием. Теперь наша задача выбраться из этого места, желательно живыми. Позвонив Билли, сказав, что это была подстава, Билли не выглядел слишком удивленным. Возможно, это, конечно, уже моя паранойя, но тем не менее, будем иметь в виду. Как клюнет еще один покупатель, он с нами свяжется. Кстати, Билли говорит, что какому-то конгрессмену нужна помощь в кое-каком дельце. Джонни в очередной раз не очень-то и доволен, что они работают с такими людьми, но что поделать, бабки-то нужны. Билли говорит, что он вожак этой стаи и знает, как лучше. Спустя какое-то время на телефон Джонни поступает звонок от неизвестного абонента. Говорит, что из-за ситуации с продажей котиков подставным копам мы встряли по полной. Это был агент ФРБ. Он предлагает прийти к ним и покаяться во всем. Тогда Джонни простят все его грехи. Джонни очевидно отказывается от такого заманчивого предложения. Приехав к конгрессмену по имени Стабс, он говорит, что все знает о нашей банде, и чтобы все это осталось в темных закоулках его памяти, нам нужно помочь ему с некоторыми нерешенными проблемами. Он хочет, чтобы мы убили его дядю, который управляет средствами семейного фонда, и нужно это сделать так, чтобы выглядело как теракт. Чем ярче, тем лучше. Как раз таки сегодня вертолет его дядюшки приземляется в местном аэропорту. Задача простая. Врываемся на площадку, достаем РПГ и разносим вертолет с его дядей к чертовой матери. Полиция все выходы и входы перекроет, но у Стабза есть свой человек, который выпустит нас без проблем. Вдруг ни с того ни с сего Джонни звонит Эшли. Это его бывшая любовь, которая подсела на котиков и начала спать с другими ради очередной дозы. Но Эшли все равно любит Джонни и говорит, что он самый лучший из всех ее, как бы так помягче сказать, вы поняли. У самого Джонни смешанные чувства по поводу всего этого, но он искренне хочет ей помочь. А теперь откатимся в самое начало. По желанию, можно было позвонить Эшли и пообщаться с ней. Из разговора мы узнаем, что она бросила котиков и уже ведет активный образ жизни. То же самое она пишет и на почте. Но спустя пару дней Эшли попадает в неприятную ситуацию. Она говорит, чтобы мы приехали как можно скорее, иначе габела. Ворвавшись в притон, пришлось всех перебить, так как найти нужную квартиру с первого раза не удалось. Я могу сказать, мне их не жалко, потому что жалко у пчелки. Спасаем Эшли и увозим ее домой. Она говорит, что без присмотра Джонни она не может продержаться и пару дней без котиков. Но она ведь не ребенок, и Джонни не может все время следить за ней. Тем более Джонни сам не так давно слез с этой дряни. Приехав к Эшли домой, она действительно говорит, что бросала котиков, но из-за всей этой неразберихи сносила крышу. После спасения Эшли нас сразу же набирает Джим, говорит, что погнали присанем другую банду. Эти побочки по желанию. Я некоторые из них прошел. Все просто. Собираем банду и всех разваливаем. На следующий день приходим к Стабзу. У него для нас есть еще одна работенка. Группа выдающихся горожан по ошибке была взята под стражу. Наша задача ворваться к копам, захватить автобус и высвободить выдающихся горожан из лап проклятой системы. После того, как ребят погрузили на катер, Джонни приходит сообщение от Билли. Нужно приехать в наш бар и поучаствовать в каком-то обсуждении. Джим тоже пронюхал, что с Билли что-то не так. Уже перестал молчать и начал возмущаться. Оказывается, котики, которые мы украли у банды дохляков, принадлежали китайцам. А китайцы теперь хотят вернуть свой товар. И для этого они предложили устроить нам сделку. По приезду Билли говорит, что подождет нас снаружи, якобы прикроет. А мы в это время с Джимом должны все разрулить. Разрулить ничего не вышло, а бабосы сперли китайца. С
боем прорываемся сквозь засаду и наблюдаем, как Билли пакуют копы. Сам Билли думает, что это мы крыса, и все свои грехи кидает на Джонни. После того, как Билли загремел на нары, Джонни становится лидером банды. Теперь именно он будет вести свою банду за собой. Не всем это, конечно, понравится, и банда поделится на два лагеря. По словам Джонни, проблемы только начинаются, так как когда люди прознают, что Билли повязали, на их банду начнут наезжать. Не теряя времени даром, отправляемся к Джимми, который знакомит нас с двумя ребятами, Малик и Дэшон. Тоже байкеры, но только на слегка других лошадках. Теперь, чтобы окончательно вывести конкурирующую банду из строя, нужно взорвать их фургоны с котиками. На следующий день Джонни решил собрать свою банду, точнее то, что от нее осталось, и поехать на встречу с Брайаном. Якобы он хочет договориться о перемирии. Брайан — это та подстилка Билла, которая вечно поддакивала ему. Джонни не верит в эту чушь насчет перемирия, поэтому решает грохнуть его. После длительной перестрелки Брайану все-таки удается сбежать, но ничего страшного, рано или поздно мы его достанем, а пока отправляемся к Лизе. У нее есть для нас новая задачка. Нужно перехватить груз на пункте оплаты и привести его в надежное место. Выносим банду, выносим копов и валим отсюда куда подальше. В этот же день встречаемся с нашей бандой вместе с Рэем. Он говорит, что был наслышан по поводу недавних разногласий, поэтому нам, то есть Джонни, нужно как можно скорее решить эту проблему, так как Рэй требует стабильное поступление товара. Базару ноль, отправляемся в гости к Брайану. На всякий случай зовем Терри и Клея к нам на помощь. Пусть они зайдут с черного входа, пока мы будем выкуривать их в окно. Выполняя очередное задание для Лизы, нам попадется очень знакомая и интересная миссия. Нужно продать котиков одной парочке. Их по какой-то причине что-то там не устраивает, и поэтому сделке конец. Копы тут как тут. Малик прыгает за байк, а мы должны будем отстреливаться. Далее нам поступает звонок от Эшли. Она снова оказалась в заднице. Как оказывается, в очередной раз Эшли связалась не с теми ребятами и должна им кучу денег. А именно Дмитрию Расколову. Чтобы все это замять, точнее чисто избавиться от процентов, нужно схватить Романа Белика, брата Нико, и привезти в указанное место. Джонни решил, что ехать саму плохая затея, поэтому позвал с собой Малька. Выкрасть Романа не составило труда, он постоянно зависает в азартных играх. Вот там его, собственно, и подкараулим. На следующий день Эшли попросила встретиться с ее знакомым, якобы у него есть к нам деловое предложение. У какого-то паренька по имени Гей Тони назначена деловая встреча. Там состоится сделка, где будут фигурировать брюлики, которые уже нам желательно украсть. Собираем банду и отправляемся на сделку. В крысу присучить их не удалось. Прыгаем по коням и отправляемся в погоню. Брюлики на руках, но спрятать их нужно в разных районах, на всякий случай, так безопасней. Деньги за брюлики мы получим, когда Рэй их продаст. И вот спустя какое-то время Рэй сообщает, что нашелся покупатель. Отправляемся в музей для их продажи. В этом деле нам поможет уже старый знакомый Нико. В музее снова все пошло не по плану. Те самые ребята, которых мы грабанули, каким-то образом узнали, где будет происходить сделка. Джонни, не теряя времени, забрал с собой кейс с баблом, всех перебил и свалил к своей банде. Планы меняются. Джонни решил, что эти бабки лучше вложить в свою банду, нежели продолжать работать с Рэем. В этом моменте вы можете подумать, что Джонни крыса, но нет. В следующей части вы узнаете, откуда появились эти брюлики, чьи это деньги и так далее. Рэй же в свою очередь пытается нам угрожать. Если денег не будет, нам пизда. Джонни, решив, что пора с этим кончать, отправился к Рэю на переговоры. Каким-то образом Рэй все же узнал, что это мы забрали себе бабки. Джимми вовсю уже допрашивают в подвале, но он крепок как кремень и просто так не сдается. Ребятки гнут свою линию до конца. И тут выдается очень хорошая возможность, чтобы обезвредить Рэя и свалить подальше от них. Жаль, конечно, что Рэя оставили в живых, а могли бы сразу с ним закончить. По дороге к Эшли Рэй отправил своих головорезов за Джонни. Набираем Клея и Терри и отправляемся в указанное место. Они там устроят им засаду. Эшли обещает, что изменится, начнет новую жизнь, но Джонни уже устал снимать лапшу со своих ушей. После разговора с Эшли нам сразу же поступает звонок от старого знакомого конгрессмена Стабза. Говорит, что дело очень срочное и нужно встретиться в клубе пропащих. Стабс говорит, чтобы Джонни не беспокоился о Рэе, так как они сейчас под пристальным присмотром органов. И сейчас лучше всего это держаться от него подальше. А вот с Билли уже возникла кое-какая проблемка. Находясь за решеткой, он решил разговориться, что все обвинения в крупной торговле котиками можно повесить на Джонни. В общем-то, переживает за свою задницу. А теперь время настало для финального штриха. Собираем всю нашу оставшуюся
оставшуюся банду. Берем пушки от пуза и пушим колонию, чтобы достать Билли. Пришлось знатно попотеть, но мы наконец-то это сделали. Checkmate, dude. Come on, get it over with. Do it! I'm doing it! What? You waiting for a speech or something? Come on! Бар горит, а ребятки прощаются с прошлым и начинают новую жизнь. Эшли так и не смогла слезть с котиков, а Джонни наконец-то выбросил ее из головы. Ну а что ждет Джонни в будущем, спросите вы? Мы об этом узнаем в 5-й части. Какое же все-таки получаешь удовольствие, когда узнаешь что-то новое в серии GTA? Так случилось и со мной при создании этого ролика. На момент выхода GTA 5 в 2013 году я ее прошел один раз. И после уже в 2016 и еще раз в 2020. GTA 4 я прошел в 2008 году и как-то больше не притрагивался к ней, за что каюсь. Естественно, многих персонажей я забыл, помнил только Романа и Нику. Но видели бы вы мои глаза, тот восторг, когда я прошел GTA 4 и DLC с Джонни, чтобы узнать более подробнее об этой всей истории. Запуская GTA 5, обнаружил, что та самая Эшли все-таки так и не слезла с котиков. Джонни по какой-то причине также само не смог ее отпустить, а сжигание бара не дало ему тот самый толчок для новой жизни. По итогу все они перебрались в Лос-Сантос, сторчались, Эшли спит с Тревором, а Джонни хочет восстановить свою банду пропащих. Хотел, но все закончилось толком и не начавшись. Если бы Джим выжил после событий с брюликами, возможно, все могло бы пойти совсем по другому сценарию. Хотя печально, что Rockstar не стали углубляться в историю Джонни. Типа, что происходило с ним все это время? Почему он по итогу сторчался, если обещал, что бросил? Почему он все так же имеет чувство к Эшли, если ей же по телефону сообщил, что их отношениям все? Он начинает новую жизнь. Остается только догадываться, что Джонни так и не смог распрощаться с прошлым. Watch out! Watch out! I got a man in a chair. All right, everybody, come on. Break it up. Let's go. Fucking shit! Cut! Who the fuck are you speaking to? Who? I'm talking to you, huh? Fuck! Huh? Next time, don't get in my fucking face! And you know what? Peace and prosperity be damned. Peace and prosperity be damned, my brother. You are my brother, Johnny. Always.